Приветствую всех! Вы на канале Юлии Давыдовой, и сегодня давно обещанный вам выпуск сравнения двух ароматов – Мажи Нуар Ланком и Тет-а-Тет Новая Заря. Я давно хотела сделать эту подборку и сравнить две, на мой взгляд, очень похожие, созвучные парфюмерные композиции. Не только по моему мнению, многие парфюмерные любители находят сходство. Оно очевидно. Ну, начнем по порядку. Я начну с Мажи Нуар только лишь потому, что и этот аромат первым из двух появился в моей парфюмерной коллекции. И этот аромат имеет для меня особую роль, поскольку, сразу скажу, он ностальгический для меня. Вот у меня версия «Туалетная вода». Это новодел, перевыпуск аромата фирмы Lancome в 2018 году. Вот такая коробочка, 100 миллилитров. Я очень хотела в коллекцию этот аромат, потому что этот аромат связан у меня с ранним детством, с мамой. Это мамины духи, которые она носила, конечно же, по особым торжественным и радостным случаям. И когда, наконец, я его услышала, вот в этой версии уже обновленной, винтажа у меня нету. Винтаж выглядел совсем иначе, вот в таком старинном флаконе, который вы видите на экране. А, Я хотела просто услышать эту композицию. В винтажной версии не слышала, услышала новодел. И как только я его обоняла, сразу я вспомнила детство, картинки, Новые годы семейные, мама счастливая, молодая, красивая. И, конечно, захотела этот аромат хотя бы как память. Но он изумительный по красоте, просто сам по себе. Эта композиция была выпущена изначально в формате духов фирмы Lancome в 1978 году. Это древесный шипр, цветочный шипр. У него богатая пирамида. А, Верхние ноты – гальбанум, лист черной смородины, почки черной смородины, гиацинт, болгарская роза, малина, бергамот, сердце, мед, нарцисс, кедр, корень ириса, иланг-иланг, тубероза, жасмин, ландыш. В базе дубовый мох, специи, тибетин, ладан, пачули, мира, амбра, сандал, ветивер, мускус. Как я слышу эту композицию? Для меня это на старте в первую очередь здесь я слышу, пожалуй, сладость, которую дают почки смородины, вместе с деревяшестостью, то есть сразу слышна древесина, сладость и мед. Дальше я слышу специи. Аромат имеет очень достаточно яркий старт, но нежное раскрытие постепенное. И звучит он с кожи, ну, даже вот сейчас еще раз нанесу отдельно на кожу, звучит он очень нежно, звучит он не громко, но при всем этом, несмотря на то, что концентрация туалетная вода, он держится замечательно. То есть он просто окружает таким нежным, древесно-пряным, ладаным облачком. Аромат очень красивый, аромат, конечно, такой добротный, классической сборки, великолепный. И каково же было мое удивление, когда я неожиданно в «Новой Заре», в магазине фирменном, послушала Тет-а-Тет. Я его, вот такой флакончик стандартный «Новой Зари», более лаконичное, чем обычно, и выдержанное оформление коробочки черно-бордовое. Я слышала этот аромат как-то вот год до этого, и потом он мне не понравился. Я поняла, почему много отзывов на него как аромат сильно индольный, то есть такой, знаете, явно выдающий не очень приятные ноты, какого-то вот такого кошачьего лотка. Просто не смогла эту волну переждать и просто от него отошла. Но вот какое-то время спустя повторно в магазине «Новой Зари» нанесла на блотер уже, видимо, другой тестер. И да, аромат оказался мне до боли знакомым. Я подумала, ну это же Lancome, Мажи Нуар.
А, Узнаваемость здесь просто, ну, на мой взгляд, 80-90%. Немножечко другой старт. Немножечко другой старт. Здесь сразу специи. Да, аромат этот также 1978 года. Ам, Поэтому сказать, кто позаимствовал композицию «Новая заря» у Ланком или Ланком у «Новой зари» будет достаточно сложно. Я знаю, что парфлюбители говорят о том, что а, тет-а-тет, который только вот тогда появился, в концентрации парфюм, духи, тут тоже парфюм, он звучал тогда уже похоже на ланкомовскую черную магию. Поэтому тут сказать сложно. К сожалению, винтажа тоже я не знаю. Когда-нибудь тет-а-тет в винтажной версии, конечно, у меня появится. Тут сложно, можно купить аромат, даже новый, но в новом флаконе, но с битыми нотами, поэтому я не особо стремлюсь приобретать в коллекцию винтажные экземпляры. Мне достаточно новодельных. Но вот новодел прекрасен. Да, пирамида отличается, но незначительно, поэтому специально прямо даже зачитаю, как она звучит. Верхние ноты, опять же, почки, смородины и а, семена сельдерея, анис, мандарин, зеленые ноты, иланг-иланг, роза, жасмин. В базе дубовый мох, амбра, пачули и в шлейфе ветивер, мускус, ваниль. Да, на мой взгляд, ароматы чрезвычайно похожи. Я тогда даже просто огорчилась по-своему, подумала, ну, стоит ли покупать ланкомовский аромат, который я, правда, тогда еще взяла по старым ценам, если тет-а-тет, в общем-то, практически его повторяет. Но я стала уточнять, копать, узнавать и узнала, что тут все, конечно же, в «Новой заре» все решает партия. Вот у меня партия. Допустим, я специально вам ее озвучу. 5 мая 22 года, номер В-318. Я приобрела несколько флаконов в запас, потому что понимаю, что аромат этот тет-а-тет я люблю. Именно в этом звучании этой партии носить буду. А «Новая заря» не постоянная, и наверняка новая другая партия будет звучать иначе. Играть в эту рулетку мне не хотелось, поэтому аромат появился у меня в нескольких экземплярах. Что я хочу сказать? Я, конечно, хочу сказать, что и тот, и другой, Мажинуар и Тет-а-тет, это старо-французские великолепные шипровые зеленые композиции. Вот еще раз, не совсем я вам сказала точно, что я слышу в Тет-а-тет, и в чем различие с Мажинуар для меня, на мой нос, да. Но вот Тет-а-тет, конечно, более специевый даже сразу при старте, и он более сладкий. Вот в ланкомовском аромате заявлен в пирамиде мед, в новозаревском не заявлен. Но мед сразу же в новозаревском начинает звучать после нанесения. Это такой специевый, очень яркий, мягкий, согревающий мед. И я слышу в нем еще и ладан в новозаревском тет-а-тете. Ну, аромат, конечно, такой очень интеллигентный, шлейф у него умеренный, и носить его можно на все строгие классические мероприятия, как поход какой-то, связанный с культурным досугом, да, может быть театр, может быть лекция, так и, мне кажется, даже вот в кафе, в ресторан в вечернее время он очень уместен. Я ношу даже днем, когда это мероприятие требует какой-то собранности и сдержанности. Для меня какой приятнее аромат? Они разные, совсем разные. Новую зарю я ношу чаще, Мажинуар я ношу тогда, когда хочется воспоминаний или какой-то особенно торжественный повод, потому что, на мой взгляд, и этот аромат, но не то чтобы многогранней, он немножечко сложнее в раскрытии. Ну, это и понятно, качество ингредиентов все же отличается. И тот, другой люблю, ношу в осенний период и зимой. Больше, наверное, осенью. Но вот сейчас вот морозы, и я надела тет-а-тет, и он настолько мне понравился. Он так приятно раскрывался и шлейфил на улице, что, наверное, следующая неделя пройдет под эгидой вновь одного из любимчиков для меня новозаревских тет-а-тет. Рекомендую вам оба аромата. Конечно, по стоимости они сейчас еще больше разнятся. Ланком уже становится все менее и менее доступным.
по цене, ну и свободно, по-моему, сейчас его в продажах тоже, в продаже в сетевых магазинах, по крайней мере, я не нашла. А тет-а-тет, если повезет с партией, в нашем пока с вами распоряжении, мы можем им наслаждаться. Итак, благодарю вас за внимание. Прошу вас обязательно написать, как вы относитесь к обоим этим ароматам, что вы о них думаете, есть ли они в вашей коллекции, что вам больше нравится или не нравится. И расскажите мне, пожалуйста, что для меня очень интересно, про винтажные версии, если вы их знаете, как они звучат, насколько они отличаются от новодельных. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. С вами Юлия Давыдова. До новых встреч.